первый заместитель председателя Комитета Госдумы по делам национальностей. Член Президиума Совета по межнациональным отношениям Ильдар Гильмудинов возмутился словами заместителя главы Думского комитета по региональной политике и местному самоуправлению Михаила Матвеева, который назвал мигрантов мастурбеками. В свою очередь, депутат Госдумы и политтехнолог Олег Матвейчев заявил, что в демографических проблемах и массовом завозе мигрантов виноваты сами русские. Обо всем этом и поговорим в данном выпуске. Просьба поставить лайк и подписаться на наш канал, чтобы не пропустить новые видео. Итак, после того, как Михаил Матвеев прокомментировал инцидент с депутатом Госдумы Артемом Прокофьевым, известный сторонник завоза в Россию незаменимых специалистов, депутат Госдумы Ильдар Гильмудинов сильно оскорбился. Все началось с того, что Матвеев в своем телеграм-канале решил порассуждать на тему конфликта, произошедшего на днях в Казани между депутатом Артемом Прокофьевым и 3 уроженцами Армении, которые накинулись на парламентария с оскорблениями. Напомним, это произошло после того, как он сделал невинное замечание по поводу неправильной парковки. Михаил Матвеев, не особо стесняясь в выражениях, заявил о борзости гостей из Закавказья и Средней Азии. Предложил дать им пинка и сопроводил пост следующей строчкой: «Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит мастурбек». Стоит отметить, что термин «мастурбек» широко используется в интернете для обозначения мигрантов и, несмотря на его яркий подтекст, официально оскорблением не считается. Однако Ильдар Гильмудинов воспринял это высказывание крайне негативно и в жесткой форме отчитал Матвеева. Если ты не разбираешься в вопросах национальной политики, межнациональных отношений, в вопросах, связанных с этой темой, не надо лезть со своими непродуманными заявлениями, заявил Гильмудинов. Он напомнил, что в России проживает около 200 различных национальностей, и, по его мнению, слова Матвеева являются оскорбительными и абсолютно неуместными. Переносить тему, связанную с проблематикой, которая у нас есть, на межнациональное нетерпение, просто недопустимо. Может быть, они хотят на фоне определенных проблем стать такими лжепатриотами. Мне очень сложно комментировать такие безграмотные заявления, заявил Гильмудинов. Кстати, Гильмудинов критикует не только Матвеева. Он еще и выступает против запрета на ношение в России никабов. Как мы рассказывали ранее, глава СПЧ Валерий Фадеев недавно выступил с предложением о запрете никабов. Он считает, что ношение одежды, полностью скрывающей внешность в нашей стране, должно быть запрещено. Вот его слова. Обращу внимание еще на одну проблему. В России разрешены никабы, полностью закрывающие лицо женщинам. Открытыми остаются только глаза. И это при том, что сейчас даже в некоторых странах Центральной Азии никабы запрещены. Я буду обсуждать этот вопрос с представителями традиционного ислама и региональных властей, но предварительно обозначу свою позицию. Считаю, что никабы в России должны быть запрещены, заявил Фадеев. Но вот Гильмудинов с запретом на ношение никабов не согласен. По его мнению, подобные ограничения могут обострить отношения с исламским миром. Хотя, безусловно, подобные утверждения Гильмудинова не выдерживают никакой критики. Ношение никаба запрещают прежде всего сами мусульманские страны, например, Таджикистан. Тот же Эмомали Рахмон сознательно выдавливают радикалов из своей страны, в первую очередь в многонациональную РФ, где на страже их интересов стоят такие вот законотворцы. Что-то подсказывает, что тут дело вовсе не в отношениях с исламским миром, а в чем-то другом. Создается стойкое ощущение, что кто-то в России намеренно пытается создать максимально комфортную среду для радикальных ваххабитов. А если такие, как Матвеев, позволяют себе противостоять этому процессу, то им тут же пытаются заткнуть рты. Кстати, это не первый раз, когда в адрес Михаила Матвеева летят подобные обвинения. Так, например, ранее Рамзан Кадыров предложил выгнать Матвеева. Скандал разгорелся после того, как депутат поделил мигрантов, приезжающих в Россию, на 2 категории: понимающих, куда они едут, и дикарей, которые исповедуют радикальный ислам. По мнению Матвеева, после завершения конфликта могут начаться столкновения между теми, кто к тому времени уже почувствует себя хозяевами в стране, и настоящими хозяевами страны. Вспоминается, что Рамзану Ахматовичу подобное высказывание крайне не понравилось, и он предложил выгнать депутата вон. Тогда Матвееву пришлось извиняться. «Мне не стыдно извиниться, потому что я имел в виду тех радикалов, с которыми идет борьба». Россияне, в свою очередь, прокомментировали нападки Гильмудинова на депутата Матвеева в социальных сетях. В чужой монастырь со своим уставом не ходят. А пришел будь гостем и соблюдай правила, принятые в этом доме, пишет Евгений. Я ни разу не русский, но поддерживаю депутата Матвеева, а Гильмудинову лучше жевать, чем говорить, отмечает Рамис.
Все правильно сказал Матвеев, он назвал вещи своими именами. Россия всегда была светским государством, и только на Кавказе носили мусульманские одежды, и никто не возмущался. А сейчас при попустительстве властей, а может и материальной заинтересованности, Россию пытаются превратить в мусульманское государство с радикальным исламом, считает Владимир. А теперь вернемся к словам депутата Олега Матвейчева. Вот цитата из его речи. Сейчас эта история с мигрантами, которую специально англичане расшевелили крокусом, который стал стартом начала этой гигантской кампании по сеянию межнациональной розни в России, заявил Олег Матвейчев. То есть, депутат Госдумы и политтехнолог Олег Матвейчев рассказал в интервью, что это именно англичане расшевелили историю с мигрантами. По его мнению, получается, что до крокуса все было отлично и никаких проблем не было. Кроме того, парламентарий заявил, что в демографических проблемах виноваты сами русские, а не начальство, которое создает экономические и социальные условия. В ответ на утверждение депутата о том, что русские сами виноваты, раз не рожают, Виктор Будусов в своем телеграм-канале задается вопросом: перед кем виноваты? Перед русским народом, то есть перед самими собой. Ну, я думаю, мы как-нибудь разберемся со своей внутренней виной без помощи говорливого депутата. Может быть, подразумевается, что русские виноваты перед государством? Такая постановка вопроса логична, ведь именно государство завозит миллионы мигрантов. Тогда извините, где прописан долг русских рожать столько, чтобы государство было довольно? Покажите мне этот документ или закон, пожалуйста. Что, его нет? Тогда не слишком ли много на себя берет государство, а точнее конкретные люди, принимающие решения? Если существует реальная большая проблема, требующая радикальных решений, то ее нужно обсуждать. Желательно с народом, так как именно ему жить с мигрантами. Но если нет, то хотя бы с Госдумой, правительством, губернаторами, Академией наук, Институтом демографии и другими компетентными людьми. Ничего подобного не было. Просто несколько человек, которых можно пересчитать по пальцам, приняли решение завозить мигрантов, не то что не посоветовавшись, но даже не объявив об этом. А ведь, посоветовавшись, можно было найти более приемлемое решение. Есть примеры Израиля, Казахстана и других стран, которые сумели повысить рождаемость коренного населения. В любом случае, говорить о какой-то вине русских – это невероятная наглость и неуважение. А главное, это бессмысленно. Допустим, русские и другие коренные народы России рожают не так много, опустим сейчас неэффективность государственной демографической политики, в рамках которой уже много лет не могут наладить материнский капитал. Дальше что? Мы такие, какие есть. Каких-то посторонних людей спрашивать, как нам жить, не собираемся. Это не ваше дело. Если вам нужна рождаемость, так работайте над этим, не скупитесь платить и осознайте уже, что халявной демографии на планете больше нет. А то я смотрю, у кого-то возник комплекс Бога, считает Будусов. Авторы телеграм-канала «Многонационал» отдельно отмечают, что Матвейчев, видимо, не в курсе, что миграция в Россию из Средней Азии осуществляется по программе «Коридор Центральная Азия» «Россия», которая проводится Международной организацией для миграции, спонсируемой Всемирным банком и Департаментом международного развития правительства Великобритании. То есть правильная причинно-следственная связь заключается в том, что крокус и не только. Все это стало возможным благодаря миграционной политике, которую нам навязали извне. В связи с этим возникает вопрос, может, стоит это как-то изменить? Например, разработать дорожную карту по снижению зависимости нашей экономики от иностранной рабочей силы. Об этом говорится уже не первый год, но реальных шагов в этом направлении не предпринимается. А что насчет всего этого думаете вы, уважаемые зрители? Делитесь своим мнением в комментариях и не забудьте подписаться на канал, если вы этого все еще не сделали. Всем добра, всем пока!